Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад, май 2024 года. Что скоро произойдет? Вот такой вопрос мы зададим картам. И не будем предвосхищать наперед, как в нашем обычном видео, вопросами. Позволим картам раскрыть какую-то ситуацию. Что же скоро произойдет? Для тех, кто хочет узнать поподробнее, я оставлю ссылку в описании под видео для перехода на мой сайт, где есть статья «Гороскоп планетарный для всех знаков зодиака» на май месяц. И вы можете сверить часы своих желаний с планетарными событиями, ну или перейти к другим видео. Мы же идем дальше. 4 карты. Что скоро произойдет для вас в вашей жизни? Как видят карты Таро. Первое событие или просто последовательность. Вторая карта. Что скоро произойдет для вас, мои дорогие скорпионы? Может быть, известие или просто сфера жизни. Семья, любовь, деньги, безусловно, по этой карте. Вопросы, связанные с недвижимостью. Или пусть движимым каким-то имуществом, но дорогим. Или это ваши планы по части зарабатывания денег. Планы по бизнесу, планы по творчеству. Но и дела семейные для тех, кто в семье. Или для тех, кто в паре. Может быть, вы будете думать о изменении статуса. Здесь так по этой карте тоже может проиграться. Всячески благополучная карта, мои дорогие, нечего добавить. Что же произойдет? Выход должен состояться из какой-то апатии, из ненужных мыслей и из того, может быть, периода, когда вы уже себе что-то и планировали, но никак не могли приступить, не могли что-то начать. Вот здесь больше на осуществление. Сам по себе период добрый, мая, как раз располагает к нашим свершениям или реализации проектов, как и в личной жизни, так и по части денег, заработка. Планетарно так. Итак, что же все-таки произойдет у вас по части десятки пентаклей? У кого-то это могут быть согласования по деньгам, банально даже с налоговыми, да, когда вы подаете декларацию или подаете какие-то документы. У кого-то, увы, все-таки король мечей, какая-то прежняя история, которая, но не сложилась. Ведь проходит иногда юриспруденция по этой карте. Так вот, вопросы в суде или согласование через юристов, как себе не навредить, как, может быть, история закончилась, остались еще нерешенные вопросы по части денег, финансов, недвижимости, каких-то согласований или дети. Вот есть рационализм какой-то, который вы должны четко понимать как план действий или логически оценить, как в дальнейшем будут разворачиваться наши взаимоотношения. Может быть, это и для кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, по королю мечей иногда проходят, врачи проходят, мы можем обращаться, пройти обследование. Самые разные направления. У кого-то, знаете, это люди, работающие с металлом, поэтому кто-то будет обустраивать дома, делать ремонт, буквально тоже может проиграться, и нужно нанять специалиста, пригласить, точнее, специалиста, который сделает это правильно. Что бы ни было по карте король мечей, это есть именно то, что мы знаем наверняка, или то, что мы это делаем обстоятельно, надежно, вот так, как нужно. Давайте мы спросим еще, что же это еще произойдет для вас. Самые разные направления. У кого-то может быть сожаление о том, что состоялась ссора в прошлом, и вам придется где-то договариваться с тем человеком, с которым вот прежде у вас не получилось договориться. Будьте тогда мудры и рациональны. Есть значение, пусть не в этой колоде карт, по королю мечей, когда мы должны избавиться от ментального мусора, не ставить перед собой каких-то преград. И если дело требует согласований или даже общений с теми людьми, которых мы не хотим видеть, не расширять дистанцию конфликта. Все-таки вот для вас очень важно сохранять собственное благополучие. И даже если где-то по работе дела, вы не согласны с чем-то, ну, быть дипломатом придется, потому что на кону, мои дорогие скорпионы, ваше благополучие, изобилие, процветание. А по карте башня, все-таки башня есть башня, это как какая-то информация или новости, которые нас так отчасти могут выбить из колеи. Или что-то тут по-новому. Вы сами можете, проанализировав ситуацию, принять важное решение: я ухожу. Или для кого-то из вас вопросы переезда
Меня люди смотрят из разных стран, потому что обстановка такова, что мне нужно срочно переехать. Для кого-то это проиграется по работе. Мне нужно реструктурировать или офис переезжает, или как-то по-новому подойти, адаптировать к измененным законам, может быть, с учетом, вот как раз эта карта десятка пентаклей, чтобы мой доход не нарушился, не изменился, но провести ряд согласований или подписать документов. Давайте мы узнаем, что же произойдет в итоге для вас с учетом карты башня. Карта башни вообще основной прообраз – это тюрьма. Это те ограничения, которые нас какое-то время сдерживали. А здесь рушатся ограничения. Но и от нас-то нужно не оплошать, правильно оценить обстановку, правильные действия какие-то принять, решения. Так вот, что для вас? Учеба, для кого-то конкретно меняются обстоятельства или обстоятельства на работе. Или на работе идут сокращения, и вы где-то это знали, вот для кого-то так проиграется, и уже себе наметили прежде, что я буду изучать или продвигаться в каком-то новом проекте, может быть, новый вид деятельности, пойду на курсы, или вы уже что-то изучали. Адаптироваться придется к новой ситуации именно через изучение. У кого-то банально изучить языки для того, чтобы осуществить переезд, потому что какая-то прежняя история завершается, и организовать вам придется свою жизнь, мои дорогие скорпионы, по-новому. Что же произойдет? И это в мае. Организовывать вы будете что-то по-новому. У кого-то коснется личной жизни и любви, новые отношения. Где мы будем проживать? Вот конкретно может быть такое. Или знакомство с человеком, который говорит на других языках. Вот какая-то личная история. Ну, как знать. Может быть, это состоится знакомство, когда вы куда-то отправитесь в путешествие. Или недалекое даже путешествие. Или какая-то ваша личная история отношений. Или ваша семейная история. Она вынуждает вас организовывать свою жизнь, свой быт совершенно по-новому. Для кого-то это будет сопряжено с тем, что вы меняете работу. Может быть, прежде вы ходили в офис, теперь вы будете рассматривать как раз удаленную работу. Или наоборот, меняется что-то в вашем графике жизни. Тут действительно адаптация как и самого себя, так и своей личной жизни к сложившимся вновь условиям. Или тем событиям, той информации, с учетом ее, то, что происходит в мае. Давайте мы узнаем. Но есть сомнения. Вот ничего в этой карте нет. Это карта инсомнии или бессонницы, или внутренних страхов. Когда мы можем себе устроить самокопание, такое очень углубленное, а карта нам говорит, ты вообще не в том направлении углубился. Не ищи черную кошку в темной комнате, ты ее там не найдешь, ее там нет. Буквально открой глаза, потому что жизнь, она в какой-то другой плоскости, в других реальностях. Нельзя основываться на свои сомнения или на те пережитые ситуации, которые были в прошлом. Это не имеет значения. Быть реалистом в целом, говорит карта. И больше, наверное, отталкиваться от того, что происходит вокруг вас сейчас, мои дорогие скорпионы. Но, может быть, есть какая-то тема, как сожаление. Не получилось создать, продвинуть, организовать что-либо так, как вам бы этого желалось, хотелось. Но реально новые, они какие-то другие уже. Об этом карта. Итак, что же произойдет? Оставь прошлое в прошлом. Какая-то личная история была со знаком минус. Это израненное сердце. Но это то сердце, которое уже теперь не болит. Это какой-то пункт боли, который был в прошлом, опять же. И карта-то тоже говорит, обратите внимание, как заштопанное сердце. А шрамы, они остались. Шрамы не уйдут. Шрамы останутся с тобой, но сколько ты жив будешь. Но это та сильная позиция, когда ты вторично не повторишь какую-то ошибку. Ты не допустишь себе вот этой боли. Поэтому, если какая-то история, как сожаление, вы видите человека, может быть, жизнь вас с ним сталкивает, или случайно вы с ним встретились, и, ну, вот есть что-то, то, что в душе, ну, как, знаете, царапает еще, как минимум. Но, по сути, это не имеет никакого значения. Задача отстроить совершенно что-то более новое, счастливое, мои дорогие. Ведь я называю эту карту здорового равнодушия. Перевести наши вот эти болезненные чувства, воспоминания просто в жизненный опыт. И оставить как ситуацию, без эмоций. Так что же произойдет с этим
события. Может, правда, вы кого-то встретите. Четверка пентаклей. Есть, знаете что? Есть просто риск в мае на самом деле устроить себе вот эту философию ненужную. Или сомневаться в самом себе. Или говорить себе «мне не повезет». И тогда вы себе, мои дорогие скорпионы, наколдуете не того, что надо. Четверка пентаклей – это карта жадины. Для кого-то проигрывается «я не могу отпустить человека». Даже ту ситуацию, когда мы потерпели, может быть, в реальности вот эту тройку мечей или какой-то фиаско, когда нас предали или когда была грустная очень история именно из-за обстоятельств. Мы не можем уже это изменить. Но постоянно, снова и снова, как знаете, обновлять вот эти тяжелые чувства, нам карты все говорят, не нужно. Пока ты обновляешь даже в воспоминаниях какую-то прежнюю историю, она будет жить, вот как эти шрамы. И она будут снова о себе напоминая, как заново ранить вас. А по сути-то это не имеет значения. Все завершилось. Реальность другая. И говорят, открой глаза. Вот то, что должно уйти, отпусти. Ну, как-то так. Четвертое. Да, на кону совсем что-то другое. Но пока вот это старое, мои дорогие скорпионы, пока вот эти разочарования вы не отпустите, вот, видимо, задача мая, или в мае для вас, не освободится место для чего-то нового, а у вас уже на пороге практически или новое знакомство, или если пусть эта история финансовая какая-то, или вашего продвижения, взаимодействия в партнерских отношениях по части бизнеса, может быть, тоже вас подвел партнер, вас буквально кто-то обманул. Это сложно сделать в отношении скорпионов, но все-таки мы все разные, и иногда бывает достаточно сильная вера в людей, что мы же ориентируемся на себя. Поэтому, если мы так не поступим, мы думаем, весь мир там точно так же в отношении нас будет поступать. Но вот в жизни-то как раз и бывает иначе. Но у вас на пороге это карта Иерофант. Это то, что по закону, мы говорим, по судьбе. То, что прописано в небесных скрижалях, чтобы вы были счастливы. И здесь все, что хотите. Это изменение вашего статуса у вас на пороге. Или что у вас сейчас благоприятно происходит. Тут как раз совершенно другие энергии вам нужно поменять. Смена энергии должна произойти, новые энергии должны прийти на место старых. И у кого-то это прогресс, вот эта ступенчатость, или составить себе, может быть, тезис-план, как мне познакомиться, если вы сейчас в сольном варианте. Для кого-то из вас это может произойти судьбоносное знакомство. Майское небо, оно достаточно доброе в отношении личной жизни. Или какая-то прежняя история, она здесь тоже может быть продолжена. Давайте мы посмотрим, что же это произойдет по карте Иерофант. Важные согласования вы можете произвести в мае месяце. Или подписать важные контракты, которые тоже словно по судьбе. Определиться по части работы. Итак, так что же это будет? Что вам по судьбе по карте Иерофант? Что скоро произойдет? По мнению карт. Пусть будет как подсказка. Вот еще раз нам карта. Все то, что я сейчас говорила долго по восьмерке мечей, не мешайте себе. Вы видите обстановку по какой-то причине, можете видеть, мои дорогие скорпионы, не так, как оно есть на самом деле. Или какая-то прежняя история вас не отпускает. Девушка смотрит и видит себя в зеркале, как в паутине, запутанная, с повязкой на глазах, не видит какую-то реальность. А на самом деле все обстоит совершенно по-другому. И пока вы не проводите вот эти свои прежние разочарования, вы не даете новому войти в вашу жизнь. Да, много философии для вас, но есть и конкретика. Но, видимо, совершенно необходимо себя, да, изменить, потому что, посмотрите, по восьмерке жезлов, как я говорю, 1000 дорог сойдется в одной точке. Это когда мы набираем темп, это карта возможностей. Когда, даже если была какая-то ситуация, знаете, замороженная, застряла, то здесь приходит в движение. Вот этот самый жизненный темп, жизненный ритм, он у вас начнется только тогда. Или быстрее начнется, когда вы отпустите какую-то ситуацию. Давайте мы карту совета станем, как-то не очень мне понятно. Всегда у скорпионов что-то такое особенное бывает. У каждого своя ситуация. У кого-то в личной жизни, у кого-то
разочарования, как, допустим, в партнерских, правда, отношениях. Занимались проектом, тратили силы, время, энергию. А вышло так, что бонусы получил кто-то другой, может быть и так. Так что, как карта совет, вот продолжается, как ни крути, продолжается эта тема. Вы должны что-то проводить в прошлое, оставить это позади. Закрыть, иными словами, дверь, какой-то гештальт, заново не удерживать, может быть, того человека, который уже ушел из вашей жизни. Не реанимировать эти воспоминания снова и снова, иначе они вас держат, понимаете? Человека не удержим, а вот мы находимся во власти каких-то минусовых эмоций по двойке мечей, мы как в тупике. И вот эти вороны, которые летают вокруг, что они делают? Они пытаются сорвать повязку с глаз этой девушки, но у них только получается запутать еще больше волосы. Поэтому, мои дорогие, увидьте то, что есть в реальности. Быть реалистом, наверное, это ваша основная задача. Знаете, я достану для вас. Есть у меня такая колода ангелов. Спроси у ангелов, что, пусть как совет дадут, как знаки судьбы для вас, мои дорогие скорпионы. Вот загадайте вопрос, что у вас сейчас, ну как, крутится в голове, или что не дает вам покоя. Мы сейчас достанем карту и узнаем ответ. Ну вот еще нам снова говорят, нет вот этим воспоминаниям, нет какой-то истории, нет продолжения, нет прогресса, не будет заново, как было раньше. И по сути это дело, как и по тройке мечей, так и здесь, ведь это всегда карта прошлого. Мы пытаемся что-то удержать или дорого, любимо, ну может быть меня смотрят люди из разных стран, действительно была очень тяжелая ситуация, когда вы буквально потеряли кого-то из близких. И все равно, сколько ты ни пытайся, ты не открутишь, как киноленту, назад свою историю. Нужно идти вперед, но для этого понимать, что да, мне довелось пережить именно какой-то тяжелый момент. И что же дальше, как видят для вас карты? Вот посмотрите, сразу да. Если мы только говорили с вами о том, что не может быть продолжено, или человека, которого не вернуть, по разным причинам, абсолютно, то карты говорят, нет, вот есть то, что непродолжаемо, то, что без прогресса. А если мы как-то по-другому меняем свой ракурс сразу, да. Другие планы, свобода выбора, новый вкус, наверное, свободы и новый вкус вдохновения. Новые отношения, которые не за горами. Тут действительно, мои дорогие, вот карта Иерофант говорит, как только ты отпустишь прошлое, сразу начнешь набирать темп. И вот это нет превратится в да. Хоть в личной жизни, может быть, отчасти и по работе, по творчеству, по бизнесу, по заработкам, мои дорогие, есть то, что пришло время оставить в прошлом. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.